Всем привет, я Андрей Путин, рядом со мной мой партнер Антон Белов. И мы занимаемся сложной разработкой. Ежемесячно мы генерируем более 12 тысяч часов разработки для самых разных компаний, преимущественно крупных. И мы очень часто слышим один и тот же вопрос. Что такое PIM-система? И вообще, как они появились, зачем, для чего нужны, какие функции выполняют? Да. Иногда мы через разговор о PIM-системах выходим к необходимости вообще понимания, что такое MDM-системы, потому что PIM-система — это частный случай MDM-системы. И эволюция управления информацией по продуктам не останавливается на PIM-системах. На самом деле там есть дальше много чего еще интересного. И поскольку мы видим, что интерес к PIM-системам на российском рынке растет, мы понимаем, что много мифов и нюансов по поводу внедрения PIM-систем, по поводу их возможностей. Мы хотели бы рассказать чуть больше про PIM-системы и о том вообще об эволюции PIM-систем и какие возможности базово они могут предоставить. Давай начнем. Давай начнем. Начнем с MDM-систем. Да, они были первыми в своем классе. Началось все с того, что компании требовалось в принципе где-то хранить информацию, и нужно было, чтобы какая-то одна система отвечала за эту информацию, чтобы был единственный правильный источник. Потому что если у тебя и там есть информация, и ты не понимаешь, где она правильнее, у тебя хаос в компании. Первые такие системы стали называться MDM-системами, Master Data Management System. А почему, какого рода информация может храниться в MDM? Ну, в MDM вообще может любая информация храниться. У нее нет какой-то специализации, какая тебе нужна, такую можешь там и хранить. Ну, то есть информация по заказчикам может храниться в MDM-системе? Там может храниться любая информация. В первых системах это была чисто текстовая информация. Любая информация там сохранялась. И как раз следующим шагом эволюции было, когда компаниям потребовалось хранить специфичную информацию по продуктам. Атрибуты продуктов. У продуктов могли быть разные атрибуты. Они складывались в разные семейства атрибутов. Появилась такая вот специализация MDM-систем именно на продуктах. И стали они называться PIM-системы, Product Information Management. Если здесь у нас был основной поинт такой, что здесь хранится информация, которой мы можем доверять, то в PIM-системах у нас основная идея — здесь хранится информация, которой мы можем доверять, о продуктах. И следующим шагом эволюции этих систем стало развитие данных, которые нам нужны о продукте, в сохранение еще изображений. По-моему, первыми были Hybris от SAP 10 лет назад. Они придумали термин уже больше. PCM-системы. Да. Product Content Management система. Да. Ну, это так назвал ее SAP, и это прикрепилось за этим классом продуктов, так же, как когда мы говорим Xerox, это копировально-множительная техника, да, но никто это не говорит. Мы говорим Xerox, мы говорим Pampers, и в плане DAM-систем это иногда мы говорим PCM. Вот. Что-то очень важно, что дальнейшим развитием вот PCM история, стала DAM-система. Это не просто система, которая хранит картинки, это система, которая хранит любую информацию о продукте, любые файлы, любые видео, не знаю, все что угодно, что нужно прикрепить к продукту, но это не вписывается в понятие текстовая информация или картинка, можно сохранить отдельно и прикрепить к продукту. Вот это как раз DAM-система, Data Assets Management System. Тут очень важно для молодых наших зрителей пояснить, потому что молодые-то зрители могут не помнить, что когда-то информация была без картинок. То есть, когда мы говорим, что PIM-системы, сегодня все PIM-системы умеют работать с картинками, потому что, как это, у тебя есть продукт, и у тебя нет его картинки. Но тогда, в 90-х годах, это Может было... быть, даже раньше. Да, это было не всегда очевидно, потому что для огромного количества систем
той эпохи картинка была не нужна. Например, ERP-система, иногда там нужно было оперировать артикулом, да, там какой-нибудь код или там название, и этого было достаточно, потому что представить в тех временах на тех жестких дисках это, там, с той сложностью появления картинок, потому что это же сейчас сфотографировал с телефона, и сразу оно у тебя там в облаке. А тогда-то это была пленка, это было там много чего еще. Вы представляете, какую фотографию можно было получить? Поэтому на сегодняшний момент, хоть мы и выделили эту часть как бы в разные системы, на сегодня это всегда одна история. Как бы, если мы говорим именно продукт content management, но если мы рассматриваем более общий вариант, а более общий вариант может быть какой? Вот что там, кроме картинок, может храниться? Ну, вот, например, у тебя есть к продукту какие-то сертификаты, которые ты получил там, не знаю, от государства. Это вордовские файлы. Вот, пожалуйста, прикрепляешь вордовские файлы к продукту, и у тебя хранятся вордовские файлы. То потом ты записал видео с презентацией этого продукта, прикрепил видео, приложил 3D-модель. Пожалуйста, 3D-модель у тебя прикреплена. То есть инженеры, когда работают с продуктом, они могут, например, туда из своей SAPR-системы, из CAD-системы, да, загрузить в DAM. Ну, это если требуется компании как для хранения информации о продукте, то да, они туда прикрепляют все, что нужно. Вот, поэтому если у вас есть проектировщики, инженеры, или вам нужно хранить сертификаты по продукции, или у вас есть отдельная фотолаборатория, например, которая генерирует контент, потому что, почему, собственно, чем DAM отличается от просто файлового хранилища? Это нужно понимать. Почему папку с файлами не назвать DAM-системой? Ну, во-первых, папка с файлами не имеет никакой ссылки на то, о чем она. Во-вторых, она не хранится в базе данных. Поэтому система, она, во-первых, позволяет эти продукты легко искать, она позволяет к этим продуктам заполнять дополнительные поля, дополнительные атрибуты, задавать семейство атрибутов. Ну, то есть это реляционная структура. Папка с файлами реляционной структурой не является. Очень важно добавить еще тут, что у DAM-система всегда работает с метаинформацией по файлам. То есть у нас есть файл, например, у нас есть картинка, и мы хотели бы понять, а какая это картинка? Это картинка боковая, фронтальная? Какая это картинка? Может быть, или файл. Файл это что? Это сертификат, а у сертификата же может быть еще быть срок годности. Например, если нам нужна, у нас такая задача отправить самый последний актуальный сертификат, а в случае, если сертификата нет, то у нас порождается по одному файлу уже целый workflow, целый процесс, которым мы должны управлять. Потому что на сегодняшний момент это можно сделать в ERP-системе, это можно запрограммировать в 1С, но для 1С очень важно, что это не свойственная история. То есть как бы ваш 1С будет пухнуть от этих бизнес-процессов, и в конечном итоге стоимость поддержания этой системы будет настолько большой, что любые изменения будут замедляться. Да, как бы, в общем, классические проблемы модульных архитектур. Итого, у нас есть MDM-система, в которой хранится вся информация. Так. И у нас есть PIM и DAM, в которой хранится информация о продуктах и информация о файлах, которые могут быть объединены для информации о продуктах, но не обязательно. То есть как бы файл может быть не иметь отношения к продукту. А к чему он еще может иметь отношение? Файл? Файл. Баннер, там, не знаю, что-нибудь. Он может иметь отношение к категории продуктов, к какой-то группе продуктов. Это все зависит от того, как у тебя захочет это видеть маркетинг. А к сайту может иметь отношение? Может и к сайту, но мы сейчас с тобой вот как раз выходим за рамки этих систем, потому что, по сути, это все системы для внутреннего потребления. То есть эти системы нужны внутри компании, для ее процессов, для того, чтобы не было хаоса в информации о продуктах. Для внешнего потребления, для внешнего маркетинга у нас появился следующий класс системы. Это как раз последний шаг эволюции PIM-систем, PXM-системы, которые... Дай мне мостовой маркер. Да, которые как раз и играют основную роль для выкладки на разные площадки информации о продуктах. То есть если у этих систем
клиенты и потребители — это внутренние пользователи, то и внутренние системы, то у этих систем уже ориентация идет на внешний маркетинг. На площадке, куда мы выкладываем информацию о продукте, у каждой площадки могут быть свои требования о продукте. Условно, у Wildberries и LaMode может быть разные правила того, как продукты надо фотографировать. Может быть, у одних это будут требования, чтобы эти продукты были сфотографированы на модели, а у других наоборот. Может быть, эти продукты должны быть сфотографированы там на обезличенных манекенах. Не знаю, по-разному могут быть требования. Плюс у нас могут быть разные площадки. Условно, для российских площадок это должен быть русский язык, это должны быть рубли, это должна быть метрическая система, а для, например, американской площадки это должны быть уже другие единицы измерения, это должна быть имперская система, это должны быть доллары США, и это должны быть американский язык, плюс еще, наверное, какие-то локальные особенности по штатам. И для всего этого как раз и существуют PXM-системы. Их основная идея — создание 1000 описаний одного продукта и выкладка их на целевые площадки. Тут я бы тебя дополнил, что так-то и PIM-системы могут иметь разные атрибуты для разных рынков. То есть продукт может иметь свое описание для испанского рынка, для российского рынка, для французского рынка, и это хорошо работает в PIM-системе. Но причем тут маркетинг? Потому что ты сказал, что про маркетинг, но некоторым нашим зрителям может быть непонятно, причем здесь маркетинг. Маркетинг здесь при том, что очень важно позиционирование. Да? У вас может быть один продукт, который атрибуты этого продукта не меняются. Да? То есть если этот маркер оранжевый, и вот он вот такой вот, да, значит, он такой, ничего с ним не сделаешь. Но вполне возможно, что каким-то пользователям, каким-то потребителям надо рассказать в каких-то каналах про этот маркер, что это супер эко-био органик маркер. А в каких-то других продуктах, да, для каких-то других пользователей, потребителей, нужно сказать, что этот маркер, не знаю, может писать 500 километров без чего-либо, да, там, без... Пока не закончится. Да, пока не закончится, да, и упирается на другие его свойства. То есть на самом деле у нас один маркер имеет множество описаний, которые характерны для конкретного сегмента, для конкретного потребителя. То есть мы сейчас говорим про очень узкое таргетирование описаний под клиента. Ну и, собственно, ориентация PXM-системы — это клиенты. Да, то есть потребителям, если потребители PIM-системы в основном являются внутренней системой, хотя тут еще и важно сказать, что PIM-система, конечно же, может предоставлять данные, фиды в marketplace, для производителей, не знаю, все что угодно, да, хоть Akineo, хоть PIMcore, да. Да, может, но вот как раз когда там появляется специализация по каналам продаж, по локализациям, вот они тогда и превращаются в PXM-системы, когда они могут таргетироваться уже под конкретные места, куда ты хочешь выкладывать. Под конкретные сегменты пользователей. Да. Итак, давайте еще раз зафиксируем. У нас есть сущность локалей, когда мы говорим о странах и продаже в странах. Внутри страны у нас есть понятие площадок, когда мы говорим о продажах на разных площадках, каналы. Условно Wildberries и LaMode. И мы еще можем сделать, в принципе, разделение даже внутри одной площадки по категориям. Условно, если наш товар там идет для пользовательской категории мамы и для пользовательской категории водителей, кому за 40, мы можем сделать разные описания. Мы можем эти описания сегментировать конкретно вот под эту категорию, понятным им языком, тем, что обеспечит нам наилучшие продажи в этой категории, и все это сохранить в нашей PXM-системе и настроить таким образом, чтобы у нас выгружались они даже в рамках одной площадки под разные категории в разных описаниях. Да, и тут получается следующая история, что, во-первых, нам нужно очень много информации, в данном случае, знать про продукт, не только информации о самом продукте, о его характеристиках, но и о его специфических описаниях для конкретного сегмента. И тогда у нас появляются сегменты и описания. В принципе, я думаю, что для базового описания этого достаточно. Мы можем перейти уже и рассказать на конкретных примерах, на PIMcore или на Akineo. Как ты думаешь? Да, я думаю, что как вводное на этом можно остановиться и закончить.
Про историю мы рассказали, про то, что и зачем было нужно, тоже с тобой рассказали. Ну, отлично. Тогда перейдем, раз уж я у нас ответственен за переворачивание листов. Пошли дальше. Итак, у нас есть два продукта, на которых у нас есть опыт. На самом деле это очень похожие друг на друга продукты, похожие технологически, но философски они очень разные. Это продукт PIMCore и Akineo. И давай я напишу про каким-нибудь зелененьким. Вот так. Норм. Так, это две системы, PIM-системы. Они, в принципе, во многом схожи, но есть у них и принципиальные различия. Про PIMCore, наверное, стоит сказать, что это в первую очередь как раз MDM-система. То есть такая система, в которой, несмотря на то, что есть очень много инструментов для работы с продуктом, есть также сущности клиентов, да, также есть и возможность, благодаря очень сложной модели иерархии, настроить абсолютно любые сущности. То есть все что угодно туда запихните, хоть, я не знаю, информацию по логированию, и то будет все нормально. Безусловно, наиболее прикладной аспект MDM-системы сегодня, да, это PIM. Потому что обычно клиентская информация хранится в CRM-системе, да, и CRM-система в данном случае это MDM-система по клиентам. Да. Ну, соответственно, как бы, что делать MDM-системе современной? Ну, как бы вот. Работать с продуктами. Работать с продуктами, да. Хорошо. В первую очередь это MDM-система, но кроме MDM это еще и специализация на продуктах. Значит, сюда входит у нас и PIM, и PCM, и DAM, и PXM. Я просто напишу DAM, потому что те возможности, которые есть у Digital Assistant Manager, да, включают в себя PCM. Включают в себя PCM, да, и PXM она тоже является, но, как мы уже сказали, в первую очередь она MDM. Тогда сразу напишу, чтобы было понятно, что Akineo это в первую очередь PIM-система. То есть вы там не сможете управлять никакой другой сущностью, ну, если не будете вкладываться в разработку, в доработку этого продукта, потому что эти продукты open source, да, их, конечно, можно дорабатывать, они на PHP Symfony, на 4-й Symfony, они все и то, вот. И там поддерживается эластик, в общем, технологически очень похожий продукт. Да, но ориентация в первую очередь у PIMCore именно на MDM, на работу с любыми данными, на работу с процессами, обновление и управление этими данными, а у PIM в первую очередь на работу с данными о продуктах и на работу с процессами работы именно с продуктами. Да, и поэтому, если у вас продукты и все процессы исключительно про продукты, про классические PIM-системы, то тогда вам логично, ваш выбор логичен в Akineo, за некоторым исключением, потому что бывают очень-очень сложные продукты, очень-очень многосоставные, где построить вот эту сложную иерархию можно только в MDM-системе, которые являются PIMCore. А вот в Akineo просто не поддерживает сложную иерархию продуктов, мы про это чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо, вот. Давай мы, наверное, отметим про Akineo, что это еще и PXM-система. На это в ней есть довольно широкий инструментарий, то есть там можно создавать и локали для перевода продуктов, и эти локали могут быть, например, для перевода, но в рамках одной страны. И там же можно создавать и каналы продуктов, которые как раз заточены под именно то место, куда ты эти продукты хочешь выгружать. Условно, это может быть там американский маркетплейс, тогда там свои требования, это может быть российский маркетплейс, тогда там свои требования. И дальше ты можешь эти каналы как угодно мелко нарезать, ты можешь делать это под, например, категории этого маркетплейса, но то, что мы вот перед этим проговаривали, как раз вот эта вот специализация на клиента, ориентация на описание для клиента в Akineo очень хорошо сделана.
Тут важно добавить в Akineo, что возможности PXM Akineo расширил. Akineo считает, что PXM — это возможность по-умному обогащать и собирать из разных источников в интернете информацию о вашей продукции и агрегировать ее. Например, вполне возможно, вы, например, торгуете не уникальным продуктом. Не знаю, вы продуктом, вот маркерами торгуете или телефонами. Да? Информация о телефонах есть и на Амазоне, и там у производителя, и не знаю, еще у кого-то. И вам нужно по-умному это все объединить, потому что Amazon, возможно, опишет более подробно, чем даже производитель, да, там введет какие-то новые атрибуты. Вполне возможно, что какой-то другой marketplace тоже введет какие-то новые атрибуты. И для этого есть у Akineo сервис, который называется Franklin. Ask Franklin, да, то есть как бы какой-то инструмент, такой инструмент, который, он, правда, только, кстати, очень важно сказать, что он только в Akineo Enterprise. Это, имейте в виду, Enterprise продукт не дешевый. Да, по-моему, 30 тысяч. Ну, в этом смысле у Akineo нет прозрачной достоверной цены, которую можно просто посмотреть на сайте. Выглядит это таким образом, что вы отправляете, мы немножко забегаем вперед, да, вы отправляете им запрос, они говорят, ну, наверное, 30, а может быть вам 50. Как бы, то есть ориентация от вашего бизнеса. Да, вот. Собственно, то есть как бы в этом смысле лицензирование не очень прозрачное, но при этом вполне как бы для общего порядка, да, там 30-50 тысяч евро — это то, что это та вилка, которую вы должны себе представлять. Вот. Иногда Akineo может попросить купить на несколько серверов или на несколько лет лицензию. Такое тоже бывает, и это возможно. Возможности, да. Хорошо. То есть давай я напишу, что здесь есть еще Franklin. И есть еще другой инструмент у PXM — Onboarder. Да, это новый инструмент. Да, это инструмент, который позволяет, Akineo говорит, что это облачный инструмент, да, ну, как бы, то есть фактически это у вас есть модуль, который начинает синхронизироваться с какой-то частью на серверах Akineo, куда люди могут заходить, ваши поставщики, например, могут заходить и независимо от вас, от вашей PIM-системы, вводить туда информацию, первичную информацию, которая нужна. И вы потом уже получаете в структурированном виде ваш PIM, не сильно уделяя внимания вот сложным интеграциям, там, какие поля все заводят и так далее, вот получать это уже в свою систему. Akineo Onboarder. Надо Onboarder. Хорошо, давай немного расскажем про PIM-Core. Да, про PIM-Core. Ну, у PIM-Core другая философия. PIM-Core использует все то, что существует в языках программирования. Возможности построения разнообразных моделей и наследования очень-очень высокая. То есть, например, давайте как бы конкретно для продуктов, чтобы те, кто не знаком с понятием наследования в языках программирования, что-то мог как-то это соотнести. Например, у нас есть категория электроника и вообще типы товаров электроника. Да? Электроника. Электроника. И у них есть, например, обязательный атрибут название. Название. Теперь нам нужно расширить электронику новым типом продуктов — дисплеи. Дисплеи. Вот. И для дисплеев мы знаем, что есть диагональ. Например, диагональ экрана — это необходимое свойство. То есть помимо названия нам нужно еще вводить и дисплеи. Да? Дисплеи. Диагональ. 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 И теперь у нас
но дисплей это тоже слишком общее, например, да, и нам нужно ввести новый тип продукта, мониторы, да. Давай мониторы. И у них, например, будет частота обновления экрана. Да, можно тип матрицы просто делать. Хотя он и в дисплее будет, да. Наверное, тут все-таки давай типа сделаем им. Ну, давай у мониторов тип ножки. Крепление. Да, ну, как бы наличие веса крепления. Или там, ну, что-нибудь такое. Давай. На самом деле у нас. Ну, это понятно, что как бы мы здесь рассказываем только для как бы, базовой концепции, так, чтобы было легко понятно. Такая сложная модель наследования, значит, для чего делается? Когда вам нужно будет обновить всю электронику, например, добавить атрибут, который будет для всех категорий электроники. Ну, скажем, напряжение. Да. Ну, как бы мощность, потребляемая мощность, например, да, то тогда мы добавляем в электронику атрибут, да, и он автоматически распространяется на все устройства. Но вдруг у нас будет какая-то категория в электронике, которая не будет иметь, которой не нужен будет атрибут мощности. Ну, вполне возможно, как бы нет. Например, это как на солнечных батарейках, да, например, калькулятор, да, там, да. Значит, и тогда мы можем для такого типа продуктов исключить атрибут, то есть как бы указать, что да, мы наследуем все свойства, кроме вот этого. И это позволяет нам, то есть как бы какое практическое применение? Очень гибко можем настраивать вложенные категории, вложенные продукты и так далее. То есть мы можем это очень гибко сделать. Можем иметь большое количество вложенных категорий, у которых могут быть свои специфичные атрибуты, своя специфика, но при этом что-то наследоваться от родителей. Да, очень важно еще, что при такой очень-очень разнообразной модели наследования мы можем указывать перечень допустимых атрибутов для каждого потомка. То есть, например, мы понимаем, что у дисплеев нет ограничений по диагоналям, а у мониторов есть, там, мы меньше 14 дюймов, например, не делаем, и больше 100 дюймов тоже не делаем. Да? А в принципе дисплеи там бывают разные, да, там они могут быть и на стену, не знаю, там в погонных метрах, там еще что, как угодно, там гибкие какие-нибудь дисплеи, да, но конкретно мониторы, они могут быть только такими. И тогда мы используем атрибуты, то есть оператор не сможет выбрать не то. Да, там не будет всей портянки, которая не относится к этому типу продуктов. Да, и это позволит совершать значительно меньше ошибок. Теперь представьте, что если у вас очень-очень сложный товар, ну, например, очень частый кейс наших клиентов, что у них продукции, это самой по себе продукции немного, да, но огромное количество конфигураций. Это могут быть, ну, совсем как бы недавний кейс, да, что это производитель мебели, как бы и матрасов. Это вообще отдельная история, да, там как бы там ты можешь собрать вот что тебе надо из базовых блоков, как бы и там любые конфигурации, это все надо. Да. Количество серий мебели ограничено, их там не так много. Но у каждой серии... Попробуйте подумать, сколько там может быть расцветок в этой серии. Расцветок. А потом еще более сложный способ. У нас есть расцветка, как бы у нас есть конкретный цвет конкретного дивана. И он может быть сделан только из конкретных видов тканей. Потому что, в принципе, к такому же цвету относятся и другие типы тканей, но конкретно этот диван так не производится. Да? Это тоже как бы или у нас по-разному способы определения необходимого достаточного материала для продукта. Ну, например, сколько ткани нам нужно, потому что когда придет заказ, как бы order management система, какая-нибудь система, которая будет, например, поставлять конкретный диван конкретному клиенту, она должна четко понимать, там отправить на производство конкретную информацию по погонным метрам, там еще почему-то, и там может быть огромное количество нюансов, деталей, и все, в общем, может быть очень сложно. В таких случаях PIM-Core выглядит более подходящим, несмотря на то, что PIM-Core, конечно, настраивается он настраивается гораздо тяжелее. То есть в данном случае прозрачность интерфейса
понятность интерфейса у PIM-Core значительно меньше. То есть там надо прям вот много как бы думать про эту историю. В Akineo уже другая история, правильно? Да. Да. Хорошо, давайте подытожим про Akineo. Теперь Akineo в данном случае она более простая, чем PIM-Core в настройке. Она поддерживает семейство атрибутов, она не поддерживает там настолько сложные наследования, это все нужно кастомизировать, если вы хотите. Но как семейство, там в базовом представлении возможность отнаследоваться от одного семейства и получить все его атрибуты плюс добавить свои, там есть. Там нет возможности, конечно, убрать, вот так как ты сказал, что-то из родителя, что-то свое добавить. Вот это вот там уже проблемы начинаются. Все это кастомизируется. Что еще важно про Akineo знать? В принципе, если вам нужна просто система с хранилищем атрибутов ваших продуктов без сложных кейсов, которые вот сейчас здесь описывали, Akineo лучше подойдет. Она проще, она быстрее, быстрее в смысле настройки. Она более универсальна. Если у вас коробочная история, вам нужно типичный там какой-нибудь продукт, не знаю, условно там обувь, одежду, обувь, да, вот что-то такое. Пожалуйста, вот Akineo хорошо подходит. Типовая мебель не под заказ, не у с мебелью, как правило, там где столы, типовая, стулья, там начинается история с нетиповой, поэтому в случае мебели надо, конечно, подумать. Пожалуйста, Akineo вот в случае вот простых историй хорошо подходит. В случае сложных историй, в случае, когда нужно построить не просто систему хранилища продуктов, а целую систему с мастер-данными, со своими какими-то сложными историями внутри, с какими-то процессами сложными заполнения, с наследованием атрибутов этой продукта, со сложным моделированием этих данных, то вот тогда это как раз история с PIM-Core. Мне кажется, мы про PIM-Core и про Akineo очень много рассказали про MDM, PIM и DAM системы. Другое дело, что будем ли мы рассказывать про workflow сейчас, или мы отложим это на следующее видео? Тут можно просто заговориться еще на час про то, что workflow есть и там, тут более сложное, тут более простое, тут в Enterprise-версии, тут не в Enterprise-версии, и можно потом уйти в BPM-систему. Думаю, лучше отложить это на следующий ролик. Отлично. Тогда мы порежем это на разные видео и потом и следующим роликом просто для вашего удобства расскажем про типичные кейсы, наверное, использования PIM-систем, в котором workflow, потому что workflow очень сложно понимается без примеров. Да. Окей. Спасибо, друзья. В следующем видео обязательно расскажем собственно, про PIM-Core. Слушай, и про Akineo. Мы старые с тобой. Надо говорить спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот это вот все.